Всем привет! Сегодня работаю на папином доме, проект из квартиры в свой дом. Сегодня будет у меня коротенький день, я думаю, хорошо, если там часов 5 поработаю. Но кое-какие новости я сегодня расскажу. Значит, первая новость по поводу Технониколя. То видео, которое я выпустил по некачественному утеплителю, как вы знаете, Технониколь предложил для всех подписчиков моего канала, кто посмотрел то видео, 15% скидки. Но не все понимают, чем пользоваться. Поэтому под этим видео внизу в описании будет ссылка на то видео, где я про это говорил. После будет ссылка на правила проведения той самой акции. И еще ниже ссылка на сам сайт Технониколя, где заказывать. Обратите внимание, во второй ссылке, где указаны правила, там будет указан именно тот утеплитель, те позиции, на которые есть скидка. Это раз. И второе, на сайте обязательно выставляйте ваш регион, где вы находитесь, потому что не в каждом регионе есть те самые позиции, которые там указаны. Поэтому, если совпадает, есть ваш регион и есть тот вид утеплителя, который вы хотите заказать, на него точно должна быть 15% скидка. Будьте добры, если кто-то закажет по этой ссылке и все нормально, то есть будет дано добро или там придет утеплитель, и с ним все хорошо, отпишитесь в комментариях. Мне надо знать, что Технониколь повел себя очень хорошо, правильно, но мне надо видеть, что это работает. Поэтому, пожалуйста, пишите, чтобы я знал, что все нормально. Так, поэтому я вроде все сказал. Так, очень много вопросов по поводу моей мамы. Пока все тяжело. Все, больше пока ничего говорить не буду. Терпим, надеемся. Комментарии тоже про это писать не надо. Ну и третья новость, это то, что 15 числа, сегодня у нас 12, 15 во вторник придет та партия утеплителя, не компрессии, которую Технониколь мне компенсирует, взамен не очень качественной. Поэтому, так как она придет не компрессия, помните, да, компрессия у нас заняла вот это пространство, здесь все еще, здесь было накидано, то есть, по сути, здесь завалено будет все. Поэтому моя сегодня цель по максималке из того утеплителя, что у меня есть. Я решил, этим утеплителем я буду тамбур утеплять. То есть тот, который более-менее нормальный, буду там стараться выбирать, смотреть на стенки. Если не будет хватать, буду дополнительные листы. Внизу однозначно буду четвертое полотно лишнее вставлять утеплителя. Я имею в виду, раскидываю сюда, потому что этот, по сути, кусок, как я говорил, да, это будет отсекать холодный воздух с улицы от дома. Может быть, здесь потом будет собака, поэтому сюда его можно. Все, что более-менее было нормально, где-то я раскидал. То есть, я сейчас смотрю, понимаете, да, то есть, пускай будет лучше здесь. Если увижу, что и сюда не подходит, значит, раскидаю на межкомнатные. Уж здесь она нужна не как утепление, а как шумоизоляция. Лишние слои, ничего страшного. Поэтому меня много спрашивали, если тебе не нравится утеплитель, зачем ты его запихиваешь там, например, в жилые помещения. Я все контролирую, все смотрю. Если нельзя, я запихивать не буду. Поэтому, как могу, разбираюсь. Так что начинаю утеплять это место. Фанеру, скорее всего, обрешетку сегодня монтировать не буду. А там, конечно, посмотрим. Время уже 12 часов, а я только приехал, по сути. Так что вряд ли успею что-то много сделать. Также сегодня еще новостей. Смотрите, купил себе 3-киловаттный обогреватель. Давно хотел его купить. Почему именно такой? Вроде кажется, обогреватель как обогреватель, ничего такого. Первое, я в любом случае искал только 3 киловатта, потому что 5 мне, много, мне не нужно, чтобы не у всех может потянуть на объектах 5-киловаттный. Поэтому я брал 3-киловаттный, но мне надо, чтобы он был маленький в размерах и удобный в переноске. Видите, он какой. Взял и побежал с ним. Поэтому он 3-киловаттный. Греет хорошо. Единственное, что пока что, что-то как-то, мне кажется, чуть-чуть шумноватый. Стоит достаточно дешево. Там 2300, по-моему, в рублях. Поэтому сегодня его буду испытывать. Потом скажу свое мнение по нему. Все, начинаю работать. Какие еще новости вспомню, за сегодня расскажу. Я думаю, может быть, тогда я сегодня покажу, как угол утепляется. Потому что там есть несколько видов. Можно запихивать без клеенки, можно запихивать с клеенкой.
Можно запихивать частично с клеенкой. У каждого свое мнение. Я чаще всего люблю не пользоваться клеенкой, то есть руками туда запихивать. Кто-то у меня вот из работников, кто сдал экзамен по каркасному строительству и прошел стажировку, наоборот, любит с клеенкой. Давайте поставлю камеру и попробую заснять и показать плюсы, минусы, разницу и ну все, что смогу. Первый способ — это когда мы заворачиваем утеплитель в пленку. И засовываем. По сути, это самый простой способ. Утеплитель там. Но теперь нам надо пленку вытащить. Если мы пленку начнем вытаскивать так, там утеплитель начинает сжиматься. Ну, вот видите. И толку от того, что я засунул сейчас покажу. Видите, по углам неплотное прилегание. То есть вытаскиваемая пленка скругляет утеплитель. Сейчас попробуем второй способ, чтобы вытаскивать пленку вверх. Ну, уже получше, но... Извиняюсь, неудобно мне тут одному это делать и показывать, но вытаскивая вверх пленку, внутри получше значительно, то есть края уже не загибаются. Вот здесь край чуть подзагнулся, но можно поправить. Но он за собой потянул утеплитель, видите? Мне все равно его теперь надо опускать. И сам он идти туда не ахти как хочет. Сейчас попробую третий вариант, как я вставляю. Так как я рукой там держу, у меня достаточно плотное прилегание. Ну, я так скажу. Если я буду монтировать с помощью пленки, я все равно постараюсь сделать так, чтобы края были не закругленные. Я все равно вытащу ее, подправлю, туда-сюда подвигаю, она встанет нормально. Все, тут щелей нет. Если же я буду делать без нее, то же самое, я сделаю ровно. Поэтому пленки вот эти, это не панацея от того, чтобы смонтировать хорошо утеплитель. Это всего лишь один из вариантов, который облегчает всовывание утеплителя в труднодоступные места. Но если это делать бездумно, все равно у вас плотного прилегания не будет. Поэтому тренируйтесь, учитесь, смотрите как лучше, и тогда у вас все будет хорошо. Поэтому, ну вот как смог, наглядно показал. Повторюсь, у меня кто-то работает, делает с помощью пленок. Кто-то делает без помощи пленок, кто-то частично пленки. То есть еще один вариант, когда всовываю, можно пленочку вот только на эту стенку, например, поставить, и все. Ну как бы, чтобы ее за круг не затаскивать, да, то есть засунули, и вот с этой стороны пленку убрали. Это чуть-чуть облегчает, но здесь все равно придется рукой подсовывать. Утепление, это, знаете, как болельщики по футболу. То есть одни за одну команду болеют, которые работают с помощью пленки, другие болеют за тех, которые без пленки. И между собой непримиримая война. Поэтому, еще раз говорю, все зависит от рук. Можно монтировать в любом варианте, и все равно будет все отлично, если вы делаете все по-человечески. Как видите, я сюда засовывал 3 разных мата. Мало ли кто-то скажет, ага, себе взял более плотный, здесь такой плохой взял, рыхлый. Это все 3 были напилены с одного мата, с одного. Но просто один раз сунешь, высунешь, он уже разрыхляется. Поэтому, чтобы каждый раз он был свеженький, я все время показывал на разных.
Все, надеюсь, я дал ответ по монтажу утеплителя с помощью полиэтиленовой пленки или без помощи ее. Все зависит от кривизны ваших рук, от прямоты ваших крюк. Ну, короче, вы поняли. Все зависит от того, делаете вы на совесть или не на совесть. По поводу вот этого ножика. Я его показывал пару серий назад. Первый раз для пробы взял, для работы с утеплителем. Ну и сказал, что поработаю, дам свое мнение. Мое мнение такое. Если этот ножик вы покупаете не дороже 500 рублей, он стоит того, я рекомендую. Лично мне им работать удобнее, чем бригадиром. Время обеда. 2 большие стены сделал. Осталось только угол. Угол чуть попозже сделаю, потому что у меня как раз остаются обрезки нужной мне длины. Вот эти обрезки туда и пойдут. Сейчас, наверное, не на стенки переключусь, а на пол, потому что мне надо по максималке запихать утеплителя, а пол монтируется быстрее, чем стены. Потому что, ну, вот эти укосины, да, здесь придется, конечно, чуть-чуть помучиться, чтобы все это сделать. Так что я сейчас, наверное, убираю фанеру и монтирую полы, так как по времени от силы еще часа 3 можно поработать. А максимальное количество места под утеплитель освобождать надо. И начинаем утеплять. Хорошо, здесь все было накрыто, чистенько, подметать ничего не надо. Первые 50 перехлестного. Сейчас будут вторые 50, которые перекроют обрешетку, и потом 2 по 10. Все стыки обязательно делаем в перехлест. Везде, где только возможно. Стык здесь, значит, этот стык в этой стороне, этот в этой стороне. Сегодняшний план для себя, в общем-то, выполнил. Тамбур, раз стена, 2 стена и пол я утеплил. Одна сторона еще осталась, но уже по времени не успеваю. Это уже в следующий раз. Место освободил прилично. Как минимум, ну, сейчас не видно. Одна комната есть. Раз. И кухня-гостиная 2. То есть, в общем-то, есть куда распихать весь утеплитель. Все, всем спасибо, кто смотрел. Как обычно, если понравилось, лайк, не понравилось, дизлайк. Обязательно заходим в группу ВКонтакте. Всем счастливо, удачи, пока.